Всем привет! Вы смотрите канал 12 соток. Интересно, кто-то заметит сразу подвох или нет? Что это не Шоша? Это Руди. Мы взяли второго хорька, потому что мы много работаем, и Шоша сидит одна в доме. Я думаю, что даже если ты хорек, хотя ты спишь 20 часов в сутки, все равно, когда ты один, это как-то грустно. Вот. И у нее теперь такой дружочек есть большой и толстый. Но он сначала был очень маленький, он был меньше ее, но ел столько, сколько она съедает за неделю за один присест. Видимо, потому что их плохо кормили. Вот. И вот такого мы откормили хорька. И вначале он был маленький, у него был хвостик вот такой коротенький, вот такой. Маленький-маленький хвостик и плоский. И нам сказал этот начальник, начальник хорьков. Начальник хорьков, да, у которого вы его купили, он сказал, что этот хорек, это миниатюрный, говорит, я люблю мини-феррец. Он говорит, они маленькие, я не люблю, когда они вырастают большие. Мы такие, ой, классненько он будет. Он говорит, он даже не будет больше Шоши, типа он не вырастет, надо его позвать сейчас и показать сравнение. А потом, короче, оказалось, у него они миниатюрные, потому что он их не докармливает. Он им там бросает какую-то белку дохлую, и кому что раз в 2 дня кормит. Да, раз в 2 дня, и кому что досталось. А здесь эта рожа ест столько, сколько хочет. Вот. И вначале Шоша его боялась, она ходила, как так старалась не наступать резко. Видимо, что она не знала, как себя вести, она давно не общалась с хорьками. А Руди это значит рудой, типа рыжий. Но он был какой-то рыжий. Но он и сейчас рыжий, когда его моешь, он рыжий. Он рыжий, да? Да. А, ты рыжий все-таки, Руди. Ну ладно, он хочет пойти посмотреть. Вот, а что у нас есть еще? Есть вирус, что мы все кашляем. И есть это... Что такое? Woodburner. Мы купили печку. Ну, вы так смотрите, здесь так не будет. Это мы вставили на пробу, как он работает. Его немножко нужно будет... Или здесь кирпичами, мы это строим в один ряд, как бы кирпичами, будет как камин, и здесь будет белым покрашено. И мы некоторые стены уже покрасили белым, но не все еще. Также нам установили бойлер наконец-то. Я сделала отдельное видео, вот как у нас идет управление бойлером через Wi-Fi. И про счетчики, в общем, много чего произошло, но я хочу про это сделать отдельное видео. Не ходи туда, чтобы он уже ошпарится. Он же ошпарится, все равно нюхает этот камин. Руди мой, уйди. Все, он понял, что там говорит. Мне кажется, он ошпарился уже. Ну, естественно. Господи. Да не нюхай. Вообще, почему пришла идея поставить камин? Потому что здесь, как вы помните, в старых видео мы показывали, была какая-то газовое отопление, которое грело воздух. То есть газовый, не знаю, как это назвать, печка. Газовая печка. И ее убрали. И убрали все трубы. Газовая труба идет в другую сторону теперь. И здесь вообще сам дом изначально был построен, здесь было угольное отопление. Потому что у Ярослава на работе есть мужик, он раньше жил в этом районе. И он сказал, что плохо у них был... отзывается. Да, у них был уголь, и все время друг у друга все тырили этот уголь. Ну, все, у него тырили, другие, он то приличный был. Так. Это под вопросом. И у нас появилась такая вот возможность поставить эту штучку. И все, труба, все есть, вытяжка, все работает. Мы сначала проверили, вообще она не заблокирована, подожгли эту картоночку, газетку маленькую, посмотрели, что дым выходит. И мы искали разные есть вот такие вот, ой, слушай, такое тепло идет в лицо. Вот и разные есть, это еще большой считается, есть маленькие, они в половину меньше. А есть такие, которые намного больше, но мне кажется, они очень дорогие. И вот эти розочки, это их можно крутить, но я сейчас не буду трогать, потому что горячо. И их крутишь, и подаешь больше воздуха, чтобы, наверное, быстрее сгорало. Еще у нас здесь есть система отопления старая, она брала теплый воздух отсюда и раздавала как бы по вентиляции в другие комнаты. Ну, сложно сказать, если она работает. Эта труба, я вообще ее не вижу, где она идет-то. Сегодня его вставляли, и весь, короче, дом в пыли, потому что Ярослав отпиливал. Короче, это самоотверстие было немножко меньше, и он тут пропилил, чтобы его вставить. И все в этом оранжевом гипсе. Пришлось убирать часа 2. Вот. Ну, и также вы можете заметить, что мы покрасили уже часть стен в белый цвет. Пол пока не сделали, потому что надо сначала полностью закончить все стены. Это не имеет смысла ставить плитку еще из натурального камня, и потом, чтобы на нее капала какая-то краска, зачем это нужно. Вот. И пока что еще не все сделано.
но уже вырисовывается потихоньку, как будет. Вот, то есть будет это черное, как красные кирпичи, белая стена. Вот, должно быть симпатично, мне кажется. И чем мы будем этот камин отапливать? У нас есть доски, потому что Ярослав работает на стройке, у них постоянно все доставки, все, что привозят, это на деревянных поддонах. И там куча просто досок. Мы уже доверху один наш сарай забили. И также я могу брать с работы, но у нас не всегда, ну, когда списывают, там, может, какую-то деревянную мебель, там, или какие-то, как-то бывали дубовые ножки от стола, я помню, как-то я даже сама их выбрасывала. Вот, то есть тоже можно брать дерево такое, сжигать. Ну, Икею всякую, там, ДСП, наверное, сжечь не стоит, или ДВП, как это называется. Ну, вонять будет. Вонять будет, да. Вот, и вот такие вот доски, это из поддонов. Нет, это с крыши рентгена. С крыши рентгена, да. Вот, гвозди потом упадут туда вниз, мы их соберем. Вот, я забыла сказать, сколько стоит этот Woodburner. Он стоит 300 фунтов. На eBay мы брали. Вообще eBay, оказывается, самый дешевый магазин. Ну как магазин, там разные продаются, ну неважно. И это не то чтобы даже из экономии. Во-первых, это экономия. Не надо лезть в горячее. Это, во-первых, экономия. А во-вторых, все-таки красиво. Потому что, допустим, первый этаж, я думаю, он обогреет, а второй этаж бойлер. Ну, бойлер на первом этаже тоже греет, как бы там. Вот. И я думаю, что это экономия и плюс красиво. И уютно. И, не знаю, это вообще, когда горит огонь, ну, это прикольно, короче. Руди. Муж ждет крупный план. И основное, что хорошо, что у нас есть возможность брать бесплатно доски, потому что мы видели в продаже такие маленькие тоненькие бревнышки, вот такие пакетики, 3 пакетика на 5 фунтов. Таким действительно невыгодно отапливаться. Но это, правда, магазин не показательный, это B&Q, там вообще дорого. Это очень дорогой магазин. Вот. Блин. Да, еще у нас какой-то вирус, я такого в жизни не было, потому что, короче, началось с того, что болит в носу, потом в горле опускается, потом с одной стороны, потом ухо, потом с другой стороны, говорит, может, это червь какой-то, и у него тоже, он от меня заразился, потом я выздоровела, он от меня перезаразил, и потом у меня уже то здесь горло, то здесь. Каждый день, короче, разные, это вот, разные, ну это странно, но неплохо, в целом неплохо, не так вот, когда грипп, и ты не можешь там не пошевелиться, ничего, именно вот как будто бы аж в мясе. Вот, червяк вот, ходит. Червяк. Вот. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.